Привет, Арми. Никто не ожидал такого момента во время финального концерта BTS в Стэнфорде, Калифорния. Но внезапно фанаты заметили, что Тэхён необычно молча сидит, в то время как весь стадион по-прежнему полон энергии. Его выражение лица изменилось, стало отстраненным, почти эмоциональным, и через несколько минут фанкамы начали распространяться по всему интернету. Еще больше шокировала реакция Чингука. Из всех участников он был единственным, кто постоянно оглядывался на Тэхёна, внимательно наблюдая за ним, в то время как все остальные были сосредоточены на толпе. Некоторые фанаты даже заметили, как Чингук незаметно изменил свое поведение в тот момент, когда Тэхён опустил голову и попытался спрятать лицо под капюшоном. Затем наступил момент, который растрогал весь фандом. Тэхён, казалось, вытирал слезы, молча лежа на полу сцены, и атмосфера мгновенно изменилась. Был ли он переполнен эмоциями, потому что это был финальный концерт? Что-то происходило за кулисами? Или же Чингук заметил что-то, что фанаты совершенно упустили из виду? Потому что после того, как эти видео стали вирусными, ARMY по всему миру начали задавать один и тот же вопрос. Что же на самом деле произошло с Тэхёном в тот вечер? Видео из Стэнфорда взорвали интернет не из-за громких моментов или хаотичных выступлений. Миллионы фанатов снова и снова пересматривали эти фанкамы из-за того, насколько странно тихим выглядел Тэхён на протяжении всего вечера. На стадионе, заполненном кричащими фанатами, мигающими огнями и эмоциональными заключительными речами, он каким-то образом казался оторванным от всего происходящего вокруг, словно нес на себе груз, которого никто не видел. Сначала ARMY подумали, что это просто усталость. Концерт и так был эмоциональным с самого начала, и атмосфера на стадионе ощущалась тяжелее обычного. Каждый участник выглядел сентиментальным, понимая, что этот вечер станет еще одним незабываемым воспоминанием для фанатов. Но поведение Тэхёна постепенно стало невозможно игнорировать. Он стал меньше улыбаться, стал тише и долгое время смотрел вниз на сцену, пока остальные общались с публикой. Однако по-настоящему трогательным для фанатов был не только Тэхён. Это был Чингук. Как только в сеть попали фанкамы с разных ракурсов, люди сразу заметили закономерность. Чингук постоянно смотрел на Тэхёна на протяжении всего концерта. Не один раз. Не два. Снова и снова. Даже сидя рядом с другими участниками, его внимание, казалось, каждые несколько минут возвращалось к Тэхёну, словно он молча проверял, все ли с ним в порядке. Затем еще один ролик распространился еще быстрее. Тэхён внезапно опустился на сцену, в то время как остальные остались сидеть рядом. Его толстовка частично закрывала лицо, из-за чего было трудно разглядеть его выражение, но фанаты заметили едва заметные движения, похожие на то, как он вытирал слезы. Вся атмосфера фанкама мгновенно изменилась. Даже голоса людей, снимавших происходящее из зала, звучали тише, почти растерянно от увиденного. И снова Чингук отреагировал. Он повернулся к Тэхёну, на этот раз дольше наблюдая за ним. Не резко. Недостаточно, чтобы случайные зрители сразу это заметили. Но в замедленных видеороликах фанаты убедились, что выражение лица Чингука полностью изменилось после того, как он увидел Тэхёна, лежащего там одного. Его лицо потеряло ту игривую энергию, которая была у него раньше на концерте, и на его месте появилось выражение, которое ARMY описывали как беспокойство, замешательство или даже беспомощность. Именно тогда социальные сети взорвались. В течение нескольких часов теории заполонили все платформы. Некоторые считали, что Тэхён просто был переполнен эмоциями от атмосферы финального концерта. Другие думали, что давление, усталость и непрерывный график наконец-то настигли его. Но причина, по которой этот момент стал таким масштабным в интернете, заключалась в том, что никто на самом деле не знал, что произошло. Неопределенность заставляла каждую мелочь казаться важной. Каждый взгляд Чингука внезапно становился доказательством того, что фанаты отчаянно пытались понять происходящее. По мере того, как ночь продолжалась, появлялось все больше фанкамов. В нескольких роликах Тэхён необычно держался близко к земле, избегая зрительного контакта с камерами, в то время как толпа продолжала скандировать имя BTS по всему стадиону.
Тем временем Чингук выглядел тише, чем раньше, больше не демонстрируя тех же беззаботных реакций, что и в начале концерта. Фанаты начали пересматривать ролики, анализируя выражения лиц кадр за кадром, убежденные, что между ними произошло что-то эмоциональное, что камеры не смогли полностью запечатлеть. Что делало всю ситуацию еще более эмоциональной, так это контраст между атмосферой концерта и поведением Тэхёна. Стэнфорд должен был стать праздником. Огни были прекрасны, публика была громче, чем когда-либо, и каждый участник пытался оставить незабываемые воспоминания для ARMY. Однако посреди всей этой энергии Тэхён выглядел так, словно пытался сдержать себя, пока миллионы глаз смотрели на него. И каким-то образом Чингук, похоже, заметил это раньше всех остальных. Фанаты отметили, как быстро менялось внимание Чингука всякий раз, когда Тэхён двигался или опускал голову. Это было достаточно незаметно, чтобы отрицать, но достаточно эмоционально, чтобы люди не могли перестать говорить об этом. Некоторые фанаты даже признались, что смотреть эти кадры было больно, потому что Чингук выглядел так, будто хотел помочь, но не знал как, в то время как камеры окружали их со всех сторон. По мере появления новых видео в сети, один конкретный момент стал центром обсуждения. Тэхён ненадолго поднял лицо, сидя рядом с участниками группы. Несмотря на расстояние и размытость, фанаты утверждали, что его глаза были заметно красными. Через несколько секунд Чингук снова взглянул на него, на этот раз оставаясь совершенно неподвижным. Никакой бурной реакции. Никаких драматических движений. Просто тишина. Эта тишина стала громче всего остального на концерте. Следующему утру хэштеги, связанные с концертом в Стэнфорде, уже были в тренде повсюду. Миллионы фанатов спорили, был ли этот момент просто эмоциональным истощением или чем-то более глубоким, скрытым за камерами. Некоторые считали, что Тэхёну было трудно справиться с эмоциями, вызванными очередной важной вехой в истории BTS. Другие были убеждены, что за его слезами стояла какая-то личная причина, которую фанаты никогда не узнают до конца. Но независимо от теорий, одно заставляло всех пересматривать фанкамы без остановки. Из всех 7 участников, выступавших на сцене в тот вечер, Чингук, казалось, не мог оторвать глаз от Тэхёна. Чем больше фанаты смотрели фанкамы из Стэнфорда, тем страннее становился весь вечер. То, что сначала выглядело как простой эмоциональный момент, постепенно превратилось в один из самых обсуждаемых клипов с концерта BTS за последнее время. Каждый новый ракурс, загруженный фанатами, раскрывал новые детали, которые люди раньше упускали, и каким-то образом все эти детали возвращались к Тэхёну и Чингуку. Одно видео, в частности, изменило все. В клипе участники сидели вместе на сцене, а толпа продолжала петь на заднем плане. Тэхён необычно неподвижно стоял рядом с остальными, его капюшон частично закрывал лицо, словно он хотел исчезнуть из-под камер. Тем временем Чингук выглядел рассеянным, постоянно переключая внимание зрителей на Тэхёна. Это произошло настолько естественно, что многие зрители не заметили этого в первый раз. Но как только фанаты замедлили видео, атмосфера внезапно стала совершенно другой. Чингук не просто поглядывал на него. Он выглядел обеспокоенным. Это единственное наблюдение вызвало новую волну обсуждений в интернете. Фанаты начали сравнивать выражение лица Чингука с предыдущих выступлений с теми, что были запечатлены во время концерта в Стэнфорде, и многие заметили одно и то же. В начале шоу его энергия казалась слабее, но после того, как стали заметны эмоциональные моменты Тэхёна, Чингук стал тише и больше сосредоточился на нем, чем на самой публике. Затем произошел еще один неожиданный момент. Пока участники продолжали сидеть вместе у края сцены, Тэхён внезапно отстранился от группы и снова опустил голову. С некоторых ракурсов казалось, что он пытается полностью скрыть свое выражение лица. Поклонники сразу заметили, как Чингук повернулся к нему и замер на несколько секунд, в то время как остальная часть стадиона продолжала сиять огнями и приветствиями. Этот контраст эмоционально потряс людей. Потому что, пока десятки тысяч фанатов праздновали то, что должно было стать счастливым воспоминанием о концерте, Тэхён выглядел так, будто молча переживал все это. И единственным, кто, казалось, полностью это осознавал, был Чингук.
По мере того, как видео распространялось в социальных сетях, ARMY начали связывать еще более мелкие детали вечера. Некоторые заметили, как Тэхён почти не реагировал в моменты, когда обычно смеялся вместе с участниками. Другие указали на то, как часто Чингук незаметно проверял, где сидит Тэхён, даже в несвязанных с концертом моментах. Ничто из этого не доказывало ничего напрямую, но вместе эти моменты создавали ощущение, которое фанаты не могли игнорировать. Это казалось чем-то личным. И именно поэтому о концерте в Стэнфорде стало невозможно перестать говорить. Эмоции, запечатленные на камеру, не казались постановочными или искусственными. Они казались искренними, почти случайными, словно фанаты стали свидетелями личного момента, который изначально не должен был стать вирусным. Спустя несколько часов появилось еще одно видео с фанатов, снятое в совершенно другом секторе стадиона. Качество было размытым, но эмоциональная атмосфера каким-то образом ощущалась еще сильнее. На видео Тэхён спокойно лежал на полу сцены, а остальные участники группы оставались рядом. Зрители продолжали громко аплодировать, но Тэхён почти не двигался. Затем, сбоку кадра, Чингук снова посмотрел на него. Фанаты тут же остановили видео. Больше всего людей шокировало не само движение, а выражение лица Чингука после этого. Его лицо выглядело серьезным, почти тяжелым, прежде чем он быстро. Тэхён снова отвернулся, пока камеры продолжали снимать. Эта короткая реакция длилась всего несколько секунд, но стала одним из самых часто пересматриваемых моментов всего концерта. Вскоре эмоциональные видеоролики заполонили все платформы. Замедленные кадры, нежная музыка, подписи, снова и снова задающие один и тот же душераздирающий вопрос. Что чувствовал Тэхён в тот вечер? И почему Чингук, казалось, понял это раньше всех? Некоторые фанаты считают, что Тэхёна переполнило осознание того, что такие моменты никогда не длятся вечно. Другие думают, что давление отстояния перед тысячами людей, неся в себе годы эмоций, в один тихий миг стало невыносимым. Но независимо от теорий, эмоциональный центр истории не изменился. Чингук продолжал смотреть на него. Даже когда камеры переместились в другое место. Даже когда фанаты кричали громче. Даже когда участники пытались создать легкую и теплую атмосферу для ARMY. Внимание Чингука постоянно возвращалось к Тэхёну, словно он чувствовал что-то, чего никто до конца не понимал. И, пожалуй, самым болезненным для фанатов было следующее. Никто из них ничего не объяснил после этого. Никакого официального заявления не появилось. Никакого прямого объяснения не было дано. Концерт закончился. Видео остались в сети. И миллионы фанатов пересматривали одни и те же эмоциональные моменты, пытаясь понять, что же на самом деле произошло на той сцене в Стэнфорде, Калифорния. Но, возможно, именно это молчание и сделало видео незабываемыми. Потому что иногда самые болезненные моменты – это те, которые никто не может полностью объяснить.